Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 5 сентября, вылетаю из Калининграда, аэропорт Храброво в Санкт-Петербург. Вылет в 13:05, прилет в 16 часов, по расписанию время в полете 1 час 55 минут, но еще плюс 1 час разница часовых поясов. Вылетаю в авиакомпанию «Уральские авиалинии», которой я уже не летал несколько лет. Самолет должен быть 320-й Аэробус. Стоимость авиабилета здесь чуть больше 7 тысяч рублей, а это дороже, чем я летел из Екатеринбурга в Калининград. Но сейчас идет обратно разлет, то есть, например, из Санкт-Петербурга в Калининград можно было улететь чуть дороже, буквально 1000 рублей, но обратно в разы стоимость больше, то есть и 7 тысяч плюс-минус там 5, 6, 8, 10 тысяч. Вот такие сейчас цены. А погода сейчас хорошая, плюс 22 градуса. Вот светит солнце, я стою, мне уже жарко. Сегодня должно быть 28 градусов, вчера было плюс 25. Я думаю, что я вначале вставил сцены из посещения разных городов, в том числе с пляжей. Посмотрите, если вы прокрутили, вернитесь назад. Стоимость авиабилета, как я уже сказал, 7 тысяч рублей с лишним, плюс я еще доплатил за место у окна, ну пришлось. Там получается как, когда вы летите сюда, лучше сидеть по левому борту, а когда вы летаете отсюда, то лучше по правому, там увидите и Куршскую косу, и прибалтийские страны. Сейчас посмотрим, как выглядит аэропортовая площадь, и зайдем уже в терминал. Это новый терминал, я тут был, вы помните, несколько лет назад. Грузовой терминал. Давайте подниму повыше камеру, чтобы вам было видно. Вот здесь находится остановка 244-го автобуса, который едет в город. Прилетевшие туристы выходят из терминала и поворачивают направо к автобусу. Так, а мы посмотрим аэропортовую площадь. Вот здесь есть кафе. Не знаю, там какие цены, не заходил. Так, снимаю против солнца, поэтому кадр темный. А, к счастью, здесь есть скамейки. Неплохая зеленая зона, где можно отдохнуть. Но, к сожалению, все эти скамейки оккупировали курильщики, поэтому там, конечно, неприятно находиться. Отдельного места для курения я не вижу для них. Курят даже здесь, возле входа, как вы видите, там, где нельзя курить в соответствии с 15-м федеральным законом. Вот такой терминал. Внимание! Закончена регистрация билетов и оформление. А, вот полицейские штрафуют их, наверное, или нет. Да-да-да. А где можно покурить? Вот, ну люди вообще не видят берегов, не знают, где им можно курить, нельзя курить. Курят, где хотят. Кстати, в аэропорту Тюмени тоже за это штрафуют. К счастью, вот в Кольцово на это не обращают внимания. Вы зачем это делаете? Господи, совсем что ли? Ну вот, курильщики вообще законов не знают, еще возмущаются, что тут какие-то якобы местные правила, что нельзя курить. То есть люди вообще законов не знают, берега не видят и еще возмущаются. Вот их пошли штрафовать. Внимание! Закончена регистрация билетов и оформление багажа пассажира. На первом этаже достаточно большая зона для ожидания. Магазины, в основном сувенирной продукцией. Ну и кафе, там ресторан есть пивной. Здесь находятся кассы. Так, это
Что это? Это у нас такси и аренда автомобилей. А вот еще одна выставка в честь императрицы Елизаветы Петровны, опять же в честь которой назван аэропорт. В зоне регистрации ресторан-бар, кофейня, магазин одежды. Там я вижу 15 стоек регистрации. Есть такое интерактивное, ну даже не табло, наверное, а просто рекламная панель. Еще сувенирные киоски, лавки. Здесь их достаточно много. Места для ожидания. Информационная стойка. Там есть второй этаж. Поднимемся на него позже. Кофе здесь стоит 275 рублей. Вода 160. Другие сладкие напитки 170. Или 130. Там баночки внизу. Хочу обратить внимание на наличие розеток, которые подписаны. Вот примеры. Здесь и там. Возможность зарядиться здесь есть. В аэропорту Храброво предоставляется услуга внимания, закончена регистрация билетов и направление багажа пассажира. Вылетающих рейсов 507. Сегодня пятница, 5 сентября. Рейсов достаточно много, пассажиров много. Туристический сезон заканчивается. Россия, Москва 62. Пассажиры, своевременно не пришедшие на посадку. Полет не допускается. Attention, please. Boarding for the flight number 631 port Moscow Sheremetyevo is now complete. Attention, number 7. Вода 120, 130 рублей. 150 есть. Но там 0,8.
Кас. В пивном ресторанчике вода уже 295 рублей. Зарядка здесь тоже есть. Добрый день. Я рада приветствовать вас на борту самолета Аэробус 302, вылетающего рейсом 38 по маршруту Калининград, Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Мы тепло приветствуем на борту участников программы лояльности крылья. Расчетное время пути составит 1 час 30 минут. Благодарю за внимание. Bonjour, ladies and gentlemen, the captain of his crew, we have here and I would like to welcome you aboard Rivas 320 at flight 48 to St. Petersburg. We are glad to see much members of Wing Quality Program. The flight time will be 1 hour 30 minutes. Thank you. Добрый день, дамы и господа, говорит капитан. Активнейший экипажей компании «Уральские авиалинии» приветствует вас на борту самолета Airbus 320, выполняющий рейс номер 038 по маршруту Калининград, Санкт-Петербург. Время пути составит 1 час 30 минут. Желаем приятного полета. Предлагаю вам ознакомиться с информацией по безопасности полета. Потяните ближайшую маску на себя, кислород начнет поступать. Плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, и дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, а затем ребенка. Командир корабля экипаж желает вам приятного полета. The экипаж chosen your airlines as a captain and his crew wish you a pleasant flight. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинки кресла в вертикальном положении, столики убраны, электронные устройства отключены или переведены в режим полета. Ladies and gentlemen, our plane is ready for takeoff. Please make sure your safety belts are fastened. Zero signs are upright position, tables are stowed. Electronic devices are switched off in the flight mode.
Вертикальное положение. Открыть шторки на иллюминаторах, опустить налобники ваших кресел. Убрать столики и застегнуть ремни безопасности. На время движения и посадки ручной плат необходимо равнять на багажной полке, либо подцепить впереди стоящего кресла. Готов к посадке, пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинки кресла в вертикальном положении, столите убраны электронные устройства, отключены или переведены в режим полета. Ladies and gentlemen of planes, ready for landing, please make sure your safety belt unfastened. Seatback signs are back position, tables are stowed. The electronic devices are switched off for seatbelt mode. Дамы и господа, добро пожаловать в Санкт-Петербург, город-герой Ленинград, международный аэропорт Пулково. В целях вашей безопасности просим вас оставаться в своих креслах до полной остановки самолета и отключения светового табло застегнуть ремни. Температура воздуха в аэропорту плюс 21 градус. Местное время 15 часов 28 минут. После полной остановки самолета просим вас взять с собой личные вещи, размещенные в салоне, на багажных полках и в карманах кресел. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета на трап. Мы благодарим вас за авиакомпанию «Уральские авиалинии». Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, welcome to St. Petersburg Pulkovo International Airport. For safety reasons, please remain seated as the plane comes to the complete stop and the zero signs is off. The temperature in the airport is 21 degrees above zero local time, 3:30 p.m. Please do not leave your personal belongings in the cabin or may have been inside seat pockets. Be careful while leaving the airport and stepping on passenger stairs. Thank you for choosing your airlines. We will be glad to see you again. Bye. Дамы и господа, говорит капитан, наш полет завершен. Надеюсь, все экипажи были забрали компании «Уральская авиалиния» и желаем хорошего вечера. До свидания. Ladies and gentlemen, Captain speaking. Our flight is complete on behalf of our pilot, Hero Airlines. Have a nice evening, goodbye. Входа пассажиров предусмотрен трап, который будет установлен в передней части самолета. Доставка до терминала осуществляется с помощью автобусов. Просим вас проверить карманы кресел, багажной полки и убедиться, что вы не оставили личные вещи. Имущество и оборудование авиакомпании необходимо оставить на борту воздушного судна.
В отличие от московских аэропортов, в Санкт-Петербурге, видимо, не борются с таксистами. Вот они стоят прямо здесь. По прилету можно перекусить и зайти в Магнит-Сити. Там цены чуть ниже. Вот наш экипаж поехал, видимо, отдыхать. Ну, здесь даже пограничники курят там, где нельзя. Тоже надо отработать вопрос курения и в Пулково. Зрители прилетели в Пулково, Санкт-Петербург, буквально на полчаса раньше расписания. Долетели отлично, погода здесь плюс 21, несколько облачно, но светит солнце. Достаточно тепло. Попрохладнее, чем в Калининграде. Авиакомпании Уральской авиалинии пятерку ставлю. Аэропорт Калининграда тоже замечательный аэропорт. Молодцы, борются с курением. Но аэропорту Пулково тут надо еще побороться и с курильщиками, и с таксистами. Всем хорошей погоды, спасибо, что посмотрели. Всем до новых встреч, новых обзорах. Пока. Там, мне кажется, хвост. Теперь